Ринемся подобно ветру, не дадим русской земли ни куска, ни метра. В чистом поле много крови будет этим утром. Может, я вернусь домой ни живым, а трупом. Может, не увижу ни жены, ни сына родных. Но зато мои родные будут жить свободно. Мы за вас положим жизнь, за победу славную, за свободную отчизну, да за православную. Головы склонить покорно, это не про нас. Мы в разы станем сильнее в самый трудный час. Мои братья крепче стали и прочнее булата. Мы уже рубили вместе ворога когда-то. Так и в этот раз, собравшись, глянем воедино. Защитим родную Русь, все, что так родимо. Наши деды и отцы умирали, чтоб мы жили. Так и мы будем сражаться, пока держим силы. Здорово, тарковчане и все, кто так или иначе причастен к данному проекту. В сегодняшнем видео речь пойдет о геймплейных боевых фичах, которые бы кардинально могли поменять поле боя в Escape from Tarkov. Эти фичи вполне возможно будут добавлены в будущих патчах, на что мы очень не надеемся, но пока их нет, мы решили немного запариться и показать вам, как это могло бы выглядеть. Ну и первое, о чем пойдет речь, это сомалийская стрельба, которая, по нашему мнению, представлена в игре немного недоработанной. Вы только представьте, как было бы круто, когда в горячке боя ваш персонаж может спокойно вытащить ствол прямо за угол и развалить парочку заблудившихся юсеков, не получая при этом урона. К сожалению, сейчас фича не популярна и сделана крайне неудобно, но при очень большой выучке ее все же можно использовать с переменным успехом. Ну а теперь я покажу вам на примере страйкбола, как бы могла выглядеть сомалийка. Первое, что нужно изменить, это градус поворота ствола за угол. Как видите, противник, находящийся за стеной, не получает никакого урона, когда игрок пользуется этой механикой неправильно. Убить его таким образом можно, но придется потанцевать с бубном возле стены очень много времени. Так что как только данная механика будет доработана, стрельба из-за угла обретет новую жизнь. Так, мы что-то не поняли. Но какое отношение страйкбол имеет к реальности? У нас-то игра про реализм, и будь у тебя боевой ствол, твои руки оторвались бы от отдачи, скажете вы. А я скажу вам, что вы не правы, и вот тому пример, смотрите. При стрельбе из автомата Калашникова или его гражданских аналогов не составляет особого труда удерживать оружие на весу при стрельбе, даже при стрельбе длинной очередью с нарастающей энергией отдачи. Поэтому все рассказы о том, что оружие вылетает из рук и ломает вам запястье, это полный бред. При стрельбе с гладкоствольного карабина картина немного другая, так как у этого оружия очень мощный патрон и, соответственно, энергия отдачи намного мощнее. Особенно, если вы зарядили туда что-нибудь серьезное, вроде крупной картечи или пули. Джонни, мать его, они все на деревьях! Второе – это возможность применять сомалийскую стрельбу не только с правой руки, но и с левой. Это очень важный аспект. Не, ну вы сами подумайте, как так? Я человек, посвятивший свою жизнь войне за деньги, не имею самых простых навыков. С правой руки я за угол стрелять могу, а вот на левую руку я ствол перекладывать не научился, к сожалению. Так что ли? И из-за этого, каждый раз, когда вы встречаете противника в неудобном положении слева перед вашим укрытием, вам приходится либо уходить на сектор обстрела, либо делать кульбит, который тоже не очень-то помогает. Поэтому перекладывание оружия на левое плечо и левая сомалийка – это две очень важные механики, которые позволят сделать игру более удобной и приближенной к реальности, а также разнообразят боевой геймплей. И последнее, что хотелось бы сказать о сомалийке, касается верхней стрельбы вслепую, которой, как по мне, не хватает возможности крутить стволом над собой для большего сектора обстрела. Ну что ж, поехали дальше. Теперь я хотел бы поговорить о гранатах, без которых, к слову, не обходится практически ни одна крупная заруба в Таркове. Правильный бросок гранаты, господа, это очень серьезный навык, обладая которым вы можете закончить любую стычку в вашу пользу. Казалось бы, что тут сложного? Выдернул чеку, вышел из-за укрытия, докинул. Ну или же кинул навесом, сидя в укрытии. А вот и нет, братцы, в реальности же способов, как кинуть гранату, не подвергая себе опасности, куда больше, чем в Таркове. Я думаю, вы не раз замечали, что для того, чтобы кинуть гранату в противника, нужно либо уходить на опасный сектор, либо кидать рикошетом. Это неудобно и неправильно. И поэтому вот примеры бросков, не выходя из укрытий. Ну а этот способ есть даже в синематик-трейлере Таркова. Мы использовали тренировочные самодельные гранаты, которые весят столько же, сколько и боевые, поэтому не придирайтесь сильно, ладно? Контакт! Прямо, дикий пидорас! Тебе пизда, ты понял, блядь? На, блядь! Держи глаза шире!
Бывают случаи, когда вы встречаетесь с вашим противником в длинном узком коридоре. Например, такое есть в подвале завода. И вам неудобно кидать гранату большим навесом, поскольку потолки слишком низкие. И частенько вы попадаете не туда, куда нужно, а в свод потолка прямо перед вами. Так почему бы не добавить прокатывание гранат по полу? Это позволит доставлять ваши гранаты до противника на довольно приличные дистанции, не подвергая опасности ни себя, ни своих тиммейтов. Двигаемся дальше, и на очереди у нас смена положения лежа. Ведь каждый раз, когда вы встречаете противника в лежачем состоянии, вы не можете резко сменить сектор огня, опять же лишний раз подвергая себя опасности. Вот пример из реальности, как это могло бы выглядеть в игре. Ну что, напоследок перейдем к небольшим фишкам. И первый из таких — это прикладывание оружия к поверхностям. Мы считаем, что этого очень не хватает и в различных ситуациях могло бы снизить отдачу многократно. Достаточно хорошо это реализовано в такой игре, как Arma 3. Я думаю, как это повлияет на геймплей, даже и объяснять не нужно, вы сами все понимаете. Вторая фишка — это запотевание забрала, и как по мне нужна она для того, чтобы забалансить менее защищенные шлема перед полностью закрытыми тяжелыми, такими как Алтын, к примеру. Ведь в реальности, чем больше и интенсивнее вы двигаетесь, тем вам жарче и тем сильнее запотевает ваше забрало. Третья фишка — это быстрый уход с линии огня противника. В реальности это происходит примерно вот так. Ну а в Таркове при неожиданной встрече на короткой дистанции вы либо будете стрелять до победного, либо отправитесь в Альгау как настоящий воин, другого просто не дано. Четвертое — это несомненно важная часть, поскольку в игре реализованы разные режимы приборов, но почему-то нет стробоскопа на фонарях, который просто иссушал бы глаза ваших врагов. Говорить о его полезности в бою можно очень долго, но в реале же это очень жесткая штука, без которой невозможно представить штурм темных помещений. Ну и последняя, пожалуй, самая маленькая фишка — это часы, которые есть у каждого ЧВК в игре, но только почему-то не работают. Хотелось бы анимацию взгляда на них, когда вы нажимаете кнопку просмотра времени, как, например, в игре Метро. В общем, хотелось бы много чего, но я, например, жить не могу без штурмовых щитов, которые, как по мне, при должном балансе неплохо бы вписались в игру. Да и ЧВК, думаю, не побрезговали бы использовать такую штуку, поскольку большая часть боевых действий в Таркове происходит в узких пространствах. Но это уже отдельная большая тема, на которую можно снять видео. Я понимаю, все это довольно трудно реализуемые вещи, но опять же, это всего лишь предложение и пища для раздумий, как могло бы быть. Мужики, прекращайте хейтить Тарков, ведь это очень крутая игра, аналогов которой пока нет и вряд ли скоро будет. Так еще и от русского разработчика. И со своей стороны я выражаю огромную благодарность студии Battlestate Games за их огромные старания в попытке сделать не очередной Battle Royale зомби-выживач, а поистине хардкорный шутер с кучей фишек, которых нет нигде. Всем хорошего дня, огромное спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте ваши пожелания и критику в комментах. С вами был Шустрый, команда Гранит. Увидимся в Таркове. Эй, ты чё, тут еще? Чё, реально досмотрел и хочешь еще? Да ладно, я же знаю, видос полная хуйня. Ну ты заходи на канал, если что, подписывайся там. И на колокольчик нажать не забудь, ага. Ну все, давай, удачи.